Есть растения, которые не бросаются в глаза. Они не яркие, не ароматные и не экзотические. Но именно такие растения чаще всего оказываются самыми выносливыми и по-настоящему ценными. Исландский мох – один из них. Он растет там, где другие не выживают, среди холодных ветров, камней, туманов и сурового климата. Именно поэтому его издавна считали растением силы, стойкости и выживания. Исландский мох, несмотря на свое название, на самом деле не является мхом в привычном смысле. С точки зрения природы это лишайник, удивительный союз гриба и водоросли, существующих как единый организм. Его латинское название Цитрария исландика. Он образует невысокие ветвистые кустики серо-зеленого, оливкового или слегка буроватого оттенка. На ощупь он плотный и кожистый, а на вкус заметно горьковатый. Растет он очень медленно, иногда на формирование небольшого участка уходят годы, и именно поэтому к нему всегда относились с уважением и осторожностью. Несмотря на название, исландский мох встречается не только в Исландии. Его можно найти в Скандинавии, в северных и горных районах Европы, в Сибири, в тундре и лесотундре, а также в горах с чистым воздухом. Он выбирает исключительно экологически чистое место, вдали от дорог и промышленности. Не случайно исландский мох считают природным индикатором чистоты. Если он растет, значит, место живое и нетронутое. Для северных народов исландский мох был не просто растением, а частью повседневной жизни. В тяжелые времена его использовали как добавку к пище. После специального вымачивания и обработки он становился менее горьким и пригодным для приготовления отваров, похлебок и густых настоев. Его заготавливали впрок, сушили и хранили, чтобы пережить долгие зимы и периоды нехватки ресурсов. В старинных источниках и народных преданиях исландский мох часто упоминался как растение, которое поддерживает, укрепляет и помогает сохранить силы. Собирали исландский мох обычно в сухую погоду. Его аккуратно отделяли от почвы, стараясь не вырывать полностью и не уничтожать большие участки. После сбора его очищали от мусора, песка и хвои, а затем сушили в тени в хорошо проветриваемом месте. Высушенный мох мог храниться долго, практически не теряя своих природных свойств. Но существовало негласное правило – не брать больше, чем действительно нужно, чтобы природа могла восстановиться. В народной практике исландский мох использовали в нескольких формах. Самый распространенный был отвар или настой, который готовили медленно, позволяя воде постепенно извлекать природные вещества. Иногда отвар делали более густым, почти как кисель, ценя его мягкую текстуру и обволакивающие свойства. Также исландский мох нередко добавляли в травяные сборы, сочетая его с другими растениями. Важно понимать, что в традиционной культуре он никогда не воспринимался как быстрое средство. Его ценили как часть общего образа жизни, как элемент поддержки и восстановления. Исландский мох – это символ медленной силы. Он не действует резко и не дает мгновенного эффекта. Но он умеет сохранять, поддерживать и укреплять. Именно за это его так уважали в суровых северных условиях, где ценилось все надежное и проверенное временем. В легендах и сказаниях севера исландский мох часто связывали с выносливостью духа. Говорили, что он впитывает тишину гор, холод ветров и терпение земли. Считалось, что человек, способный увидеть ценность в скромных растениях, лучше понимает саму природу. Сегодня интерес к исландскому мху постепенно возвращается. Все больше людей обращаются к природным источникам, знаниям предков и спокойному, осознанному подходу к жизни. Но вместе с этим приходит и ответственность бережно относиться к природе, не превращая редкие растения в объект массового и бездумного использования. Исландский мох напоминает нам о главном – настоящая сила не всегда заметна сразу. Она может быть спокойной, медленной и устойчивой. Исландский мох – это не просто лишайник. Это символ северной стойкости, равновесия и гармонии с природой. Он растет там, где сложно, живет долго и учит человека уважению к миру вокруг. Если вам близка тема дикорастущих растений, северных трав и природной мудрости, поддержите это видео, подпишитесь на канал «Лесное дело» и оставайтесь с нами. Впереди еще много удивительных растений и историй,
которые действительно необходимо услышать.